Привет, меня зовут Саша Капуста, это видео «Делаем буквы» на канале «Твой шрифтовый фетиш». Здесь мы продолжаем немножко теоретическую часть, разберем, что такое элементы, что такое элемент референс и что такое компоненты. Самое главное, как это все можно вместе использовать для того, чтобы рисовать очень быстро, очень максимально продуктивно шрифт. Для того, чтобы вам было понятнее в будущем и меньше было путаницы, давайте сразу разберем, что такое элемент, что такое компонент и что такое элемент референс. Элемент – это своего рода контейнер, в который вы можете положить как векторные контуры, так и различную графику и какие-то внутренние штуки FontLab. То есть, по большому счету, элемент – это как папочка, и в каждой из этих папочек может быть все что угодно. То есть в рамках одной буквы, например, буквы А, в ней может быть отдельно диагонали в одном элементе, а горизонталь в другом элементе. Зачем это нужно? Ну, в конкретно этом примере, наверное, особо и незачем, но тем не менее, если, например, у вас горизонталь имеет какую-то определенную толщину, и она повторяется в других буквах, можно сделать так, что одна и та же горизонталь в букве А будет также работать и в других буквах в том числе. Как это сделать, мы разберем чуть-чуть позже. А для начала просто давайте разберем, какие бывают типы элементов, чтобы нам было проще работать. Чтобы увидеть, какие элементы у нас есть в шрифте, нам нужно посмотреть на панель Elements. Здесь она сейчас пустая, потому что ничего не открыто. Закинем, например, Shift, и здесь мы увидим, что, например, буква Y состоит из элемента с одним контуром. И если мы возьмем букву M, то же самое, а вот, например, буква B состоит из одного элемента, одной папочки, одного контейнера, в котором находится три разных контура. Если, например, открыть букву И или даже U, то вот, соответственно, тоже несколько элементов. Вот буква И, она состоит из нескольких элементов. Один из них – это классические элементы в виде контуров, а второй элемент – это на самом деле компонент. И об этом мы поговорим чуть позже. Итак, какие типы элементов нам доступны? Самый базовый – это контур. Внутри буквы может быть один элемент, например, в букве L один элемент с одним контуром, а в букве мягкий знак там один элемент, внутри которого два контура. То есть контур – это обычные векторные линии, из которых состоит буква. Это самый базовый элемент. Второй тип элементов – это SVG-графика. Например, если вы берете какую-нибудь картинку векторную, цветную, и закидываете в FontLab, он ее распознает как SVG-графику, и по умолчанию вы ее редактировать не сможете. Это выглядит вот так. То есть мы видим здесь различные фрукты, и, в общем, эмоджи. Мы можем открыть любую из них. Мы видим, что здесь у нас нарисована картинка. На самом деле это не обычная картинка, это картинка векторная. То есть как бы мы ее не увеличивали, ее качество не портится. Но при этом я не могу ее редактировать, потому что в данный момент этот тип элемента – это SVG. Но если я нажму контур тулом на нем и сделаю его редактируемым, он превратится в группу элементов, о которой мы поговорим чуть позже. Поэтому сейчас я просто ее разгруппирую. И теперь вот мы видим, что у нас на панели элементов огромное количество отдельных контуров. Так как у них здесь цветные два квадратика, это говорит нам о том, что это цветной элемент. То есть у него есть цвет, даже градиент есть. Это у нас SVG-графика. Третий, самый популярный, это у нас обычная растровая картинка, которую мы также можем закинуть в шрифт. Так. Вот, например, здесь у нас буква А из обычного скана. Мы можем набрать Б, С, Д, Е и так далее. То есть можем собирать слова. По большому счету, сюда можно закинуть из буфера обмена, можно закинуть просто файл в ячейку шрифта, в ячейку конкретной буквы. И даже вы можете экспортировать такой шрифт в виде картинок. И как бы возможность такая есть. Зачем это нужно, то вопрос открытый, кому-нибудь это может действительно пригодиться. Например, для какой-нибудь сложной графики.
Ну, в общем, это третий тип, просто обычные растровые картинки. А также существуют дополнительные типы элементов, которые присущи FontLab. Четвертый тип дополнительный – это группа элементов. Это как раз-таки то, что мы с вами видели вот здесь. То есть, когда эти элементы сейчас подгрузятся, просто в виде отдельных элементов, это просто контурные элементы. Когда они сгруппированы, получается вот такая вот группа элементов. Зачем это может быть нужно? Вот как раз-таки тот случай, когда обычные элементы, когда их очень много в панели элементов, начинают сильно подгружать и подтормаживать сам FontLab. Если их сгруппировать, все будет гораздо шустрее, и плюс ко всему можно будет этот элемент перенести в другой глиф, например, или в другой шрифт с сохранением его структуры, потому что если просто взять и скопировать отдельные элементы, не сгруппированные, есть вероятность, что поломается структура и все будет не так красиво, как оно должно быть. Вот. В общем, по большому счету, группа элементов, сгруппировка – это просто как собрать в папочку. Делается это очень просто. Мы можем разгруппировать или можем выбрать несколько элементов и сгруппировать. Мы можем сгруппировать растровые вместе с контурными и так далее. То есть это просто папка, в которой мы все складываем. И пятый вспомогающий тип элементов – это фильтры FontLab. Например, заливка или умные углы. Как это выглядит, сейчас я покажу. Например, мы закидываем... Так, это я, наверное, закрою, слишком тяжеловато для FontLab. А вот шрифт. Он у нас состоит из обычных контуров, казалось бы, но на самом деле нет. Здесь у нас используется Smart Corner. То есть обычный контур на самом деле это несколько прямоугольников, но мы их видим как овалы. Почему? Потому что к каждому из этих углов я применил фильтр, который называется Smart Corner, который позволяет нам вот так изменять его форму, при этом не ломая основной прямоугольник, основной контур. Здесь они немножко друг на друга наехали, поэтому тяжело попасть. Вот. То есть мы можем сделать вот такой контур, в любой момент можем его изменить, и он подстраивается под текущую форму. Вот, это у нас Smart Corner. Существует также Fill Tool. Сейчас я вам его покажу. Например, у нас есть буква О. Это, кстати, уже готовая версия шрифта, которую мы с вами только будем сейчас делать. Я предварительно протестировал и собрал его. И, соответственно, это мы тоже разберем. Вот есть у нас буква О, обычный контур, два контура, но если мы захотим нарисовать букву С, нам не нужно ее рисовать с нуля. Мы просто можем взять ту же самую О и подрезать ее. Здесь мы видим, что у нас вот эти контуры открыты на самом деле. И если мы уберем здесь заливку, если у нас получится это сделать, то эти контуры будут не залиты, то есть просто несколько полосочек. Но используя фильтр Fill Tool, мы можем как убирать заливку, ну вот как сейчас, например, так и добавлять ее. При этом эта штука работает только внутри FontLab. Вы не можете ее экспортировать, и чтобы она в шрифте в таком виде была. Но это очень удобный вспомогательный инструмент. Как правило, такие специфичные фильтры на панели Elements и в целом такие элементы обозначены иконочкой, которая позволяет нам увидеть, что они необычные. Так, если мы сравним со Smart Fill и вот Smart Corner, у них немножко отличается. Здесь даже по иконке видно, что здесь специальный угол. А вот здесь видно, что здесь есть заливка. Есть еще такой тип элементов. Это Skin Filter. Это новинка FontLab 8. Он из себя представляет, по большому счету, такие же контуры, только открытые, которые вы можете прикрепить к закрытому контуру. Это очень удобно, например, если вы хотите сделать шрифт с засечками. Об этом мы поговорим как-нибудь позже, это более сложная штука. То есть, как это выглядит. Здесь у нас есть обычный контур, который себе представляет обычную N, но у него есть засечки.
Засечки прикреплены к конкретной точке. И в зависимости от того, куда я ее подвину, они продолжают сохранять форму, ну то есть продолжать логический рисунок. Здесь у них тип элементов обозначается вот такими несколькими точками, и написано skin. Это значит, что как-то мы видоизменили этот контур. Это у нас, что касается внутренних фильтров и элементов FontLab. Есть еще вспомогательный 6-й тип элементов, это стикеры. Очень удобная штука, когда, например, вы делаете вот такие сложные конструкции, и из-за того, что это иерархия нескольких фильтров, включая даже Smart Corner, который вы можете здесь увидеть, очень тяжело понять, какая ширина, какой размер у этой буквы. Поэтому иногда удобно прописать в самом глифе снизу в виде вот это вот у нас элемент в виде стикера. Прописать размер этой буквы. То есть мне не нужно каждый раз брать линейку, замерять эту букву, чтобы понять, какая у нее ширина, с засечками или без засечек, чтобы эти пропорции потом применить в другой букве. Поэтому я обычно вот так указываю снизу, какой размер у буквы О, какой размер у буквы N, допустим, чтобы потом быстренько можно было посмотреть и продолжить свою работу. Плюс это можно использовать как-то, например, подсказку в будущем или подсказку какому-нибудь другому человеку, с которым вы работаете. Например, я пишу «исправить засечку». И вот так стрелочкой провожу, что нужно ее исправить. И, допустим, исправить вот эти. Можно менять цвет у таких элементов. Можно менять размер самого стикера. Можно менять размер текста. Например, если мы возьмем 2 решетки поставим, то размер будет больше. Вот, очень удобная штука. Пользуйтесь. Полностью об этих стикерах я расскажу в отдельном уроке, потому что там очень много всяких настроек. Можно менять наклон текста, можно менять тип, размер и так далее. Безумно удобная штука. Прям вообще очень полюбил эту вещь. Вот. Итак, давайте подытожим. У нас с вами есть 6 типов элементов. Я их обозначил на такой картинке. То есть, что из себя представляет элемент? Это 6 разных типов. Первый – это контур, это векторный контур, самый обычный, который мы с вами рисуем. Второй тип – это SVG-картинка, это по сути тот же самый векторный, только в цвете, который вы импортируете и не можете редактировать. Но если вы его разблокируете, тогда он превращается в первый тип, в векторный контур, только с цветом, например, обводкой, градиентом и так далее. И вы точно так же можете его редактировать. Третий тип – это растровая картинка, мы их обычно используем, чтобы поверх них потом нарисовать векторный контур, то есть это такие подсказки, референсы и так далее. И 3 дополнительных типов. Это группа элементов, которые, по сути, позволяют объединить все предыдущие 3 в одну кучу, если мы, например, хотим куда-то их скопировать, перенести и так далее, чтобы сохранилась структура. Фильтр FontLab, заливка умные углы, смарт-корнеры, всякие скин-фильтры и так далее. Ну и стикеры, про которые я тоже вам говорил. Вот. Теперь мы разобрались с типами. Как мы это все можем использовать? У всех старых программ, FontLab 5, какие-то бесплатные редакторы шрифтовые, есть такая штука, которая называется компоненты. Компоненты – это повторно использованные буквы. Ну, то есть, например, у нас есть буква А латинская, которая полностью повторяет кириллическую А. Соответственно, нам нет смысла рисовать 2 одинаковые буквы повторно. Можно просто сказать: возьми латинскую букву А и покажи мне ее в ячейке кириллической буквы А. Это как раз таки есть компоненты. Мы видим, что здесь на панели элементов у нас есть такой своего рода домик. Это иконка Lego деталик. И надпись того элемента, на который он ссылается. В данном случае это буква А. Если мы откроем букву В, то увидим, что она ссылается на букву B. Ну, то есть вот это все так и работает. Это очень сильно позволяет нам сэкономить размер файла, сэкономить нам силы. И когда мы с вами рисуем, например, букву, ну, предположим, букву «ы», у нас нет нужды рисовать отдельно мягкий знак и отдельно
палочку, потому что мы можем взять букву, например, R и перевернуть ее, если у них похожий рисунок, либо взять мягкий знак и скопировать его. Но здесь у нас они одинаковые, поэтому я взял в качестве компонента букву R. И добавить, например, букву I. Хотя здесь я использую элемент референса, о котором я расскажу чуть-чуть позже. То есть принципиальная идея компонента в том, что вы можете взять целую букву и поместить ее в другую букву и собрать из нее что-нибудь, если это, например, там несколько гласных или каких-нибудь других букв. Вы не сможете сделать так лигатуру, потому что лигатуру нужно полностью перерисовывать. Но если мы возьмем простой пример, буква «и», то это прям идеальная вещь, которая состоит из двух компонентов. У этого есть недостаток. Мы не можем взять только кусочек одной буквы, например, там кусочек буквы А или кусочек буквы Б, и использовать его в другой букве. Для этого в старых программах приходилось создавать отдельную ячейку глифа с вот этой вот самой деталькой, грубо говоря, как деталька Лего, которую мы потом использовали в других буквах, то есть вставляли их, как-то там позиционировали и так далее. Это как бы рабочий вариант, но очень утяжеляет вес, очень много ненужных глифов, очень все неудобно, очень все сложно и так далее. Но если раньше не было другого варианта, то что поделать. И вы этот кусочек можете только вставить, как-то повернуть, но, пожалуй, все. Больше ничего с ним вы не можете сделать, потому что если, например, вы собрали букву из таких кусков, для того, чтобы вам изменить какую-то деталь, вам нужно вернуться на родительскую букву, на исходную, и только там что-то изменить. Существуют программы, которые позволяют такие временные технические символы не экспортировать в итоговый шрифт, но это не везде работает, это не очень удобно. Когда нам нужно использовать много повторяющихся частей букв, нам приходит на помощь элемент референса. Это очень удобная штука, которая позволяет, не захламляя наш шрифт, использовать повторяющиеся детали. Например, это засечки, например, это вертикали у букв, горизонтали и так далее. То есть я могу взять шрифт, который я когда-то рисовал, и открыть букву, например, букву B. Если мы на нее посмотрим, то мы увидим, что она состоит, во-первых, из двух контуров, двух элементов, в каждом из которых по одному контуру, из группы, в которой находятся элемент референса, у которых есть название, которые мы можем увидеть в галерее. Если вы посмотрите в галерею, вы увидите, что здесь очень много разных деталек, и своего рода как раз таки это и есть детальки по типу как детальки Лего, которые я могу в разной комбинации собирать в глифе. И она состоит из такой же позиции stem, это элемент референс, которая есть в этой букве. Я могу взять, например, букву N, а даже R нам подойдет, могу взять букву N, букву Ш, они достаточно похожи, и если я сейчас, например, увеличу ширину буквы в вертикали буквы B, то вы увидите, что это все влияет и на букву N, потому что она идентичная. В букве R используется другая вертикаль, поэтому на нее не происходит никаких действий. И то же самое у нас с буквой Ш. Здесь тоже другие, но между собой они связаны. Если я, например, сделаю вот так, вы увидите, что это влияет. Вот, точно так же я могу взять засечки и увеличить их. И это отражается на всех буквах, в которых использованы эти детали. То есть, по большому счету, на такой структуре можно построить вообще весь шрифт. И самое главное, все эти элементы взаимосвязаны. Нам не нужно переходить как с компонентами в родительский символ и только там что-то изменять. Я могу изменить это в букве F, могу зайти в букву, например, R и изменить там. Могу зайти в B и то же самое что-нибудь здесь добавить. Вот такой у нас получился шрифт в духе Дикого Запада. Вот, делается это все элементарно.
У этого способа, у элемент референсов есть недостаток конкретно в засечках, о котором мы поговорим в других уроках, не в рамках этой серии, потому что мы сейчас делаем обычный шрифт без засечек. Но вещь даже в таком формате очень удобная. А вот ее улучшенная версия — это как раз-таки скин-фильтр, который используется, как правило, только в 8-й версии, он только появился. Это раз. А во-вторых, это по большому счету то же самое, что есть в программе Glyphs. То есть здесь уже конкретно есть отдельный технический глиф, который я могу как-то видоизменить, и это отразится на всех глифах. Но, собственно, а зачем он нужен, если есть такие же элементы? А вот фишка-то в том, что если я, например, открою букву N и сдвину вертикаль вот так, то эта засечка будет прилеплена к ней, она не будет сдвигаться. В отличие от, например, то же самое с элемент референсами. Если я сдвинул, то засечки остались на месте. Засечки в таком виде — это новинка 6 и 7 версии FontLab. Поэтому, если вы на них сидите, вам не будут доступны такие корнеры и скин-фильтры, как здесь. Об этом всем я тоже потом когда-нибудь расскажу, поэтому сильно сейчас не заморачивайтесь. Опять же, мы не будем использовать это все в этом шрифте, потому что у нас засечек нет вообще. Но сами элемент референсы мы будем использовать постоянно, потому что это безумно удобная штука. В общем, простыми словами, в чем принципиальная разница между компонентами и элемент референсами? Компонент — это когда вам нужно взять целую букву и запихнуть ее в другую букву, чтобы получить точно такую же букву, но при этом сохранить место в файле. А если вам нужно взять только деталь буквы, и вам нужно ее запихнуть в другую букву, это уже элемент референс. По большому счету вы можете взять букву А и запихнуть ее в другую букву А в виде элемент референса, но в этом нет никакого особо смысла, потому что это же целая буква. Зачем создавать в галерее лишний мусор и так далее, когда это просто можно использовать как компонент. Итак, теоретическая часть и настройка программы, ее структура, мы с вами ее разобрали, поэтому на этом видео заканчивается. В следующем мы с вами уже начнем рисовать буквы и перейдем непосредственно к практике. А пока заходите в чат, про который я только что говорил. В нем можете задавать вопросы, в нем можете показывать свои наработки и еще что-то. Это как раз-таки чат сделан для того, чтобы мы могли как-то коммуницировать. Если вам что-то непонятно из того, что я сказал, там вы можете задать вопрос, и я поясню. И, собственно, основной канал, в который я кидаю различные новости, различные какие-то репосты, анонсы и так далее. Все это тоже можете подписаться. Ссылка на чат будет в закрепленном сообщении. Вот. Потом заходите в группу ВКонтакте, в которой я стараюсь тоже дублировать различную информацию и какие-то новости делать. Там тоже можете задавать вопросы в переписке. И заходите на мой сайт, в котором я буду собирать все уроки, я буду складывать, показывать все наработки своих шрифтов. В будущем, когда они уже полностью будут доступны к скачиванию, их можно будет использовать, а пока просто это будет набор картинок. В общем, увидимся в следующем видео буквально через какое-то время, когда вы его включите.